Дорогие друзья, всем привет! Очень давно не записывал видео на этот канал, какие-то гайды, разборы, не было на то причин, да и особо желания. Но сегодняшние изменения, о котором трендит весь Twitter, Reddit и форум, это, конечно, огромнейший позор. И это видео направлено на то, чтобы донести до разработчиков, наконец-то, чтобы они сделали какие-то, может быть, массовые увольнения, может быть, какие-то изменения в сотрудниках, или добавили, наоборот, сотрудников. Потому что то, что происходит в игре, оно как снежный ком, оно уже просто неостановимо, и это нужно кому-то останавливать. Возможно, это буду я, возможно, это будем мы с вами. Поэтому записываю это видео, просто проинформировать вас, попробовать донести до разработчиков их проблемы, потому что, возможно, их высший менеджмент не знает об этом, и люди, которые принимают решения, они, во-первых, абсолютно некомпетентны, во-вторых, они не выполняют банально работу, за которую им платят огромные деньги, на секундочку. Это видео посмотрит очень много новичков, хочется представиться, но перед этим скажу, что я никогда, если что, в свои видео не записывал какие-то сценарии, какие-то тезисы, то есть я обычно записывал видео без монтажа, да, и это тоже будет не исключением, это тоже будет без монтажа, одним дублем. Я никогда не записывал никакие сценарии, никакие тезисы, здесь я написал целый черновик, кучу тезисов, и попробую вам структурированно, быстро донести информацию, и попрошу вас в распространении этого видео, потому что чем больше это видео посмотрят, чем больше оно наберет просмотров и обсуждения, тем выше шанс того, что в этой игре хоть что-то поменяется, потому что куда она идет, это бездна, это просто яма, это бездна за 8 маны у Варлока. Это видео посмотрит очень много новичков, много людей, которые, например, со мной не знакомы, особенно англоязычной аудитории. Хочется представиться, меня зовут Владислав Silvername, играю в игру с 2015 года, поучаствовал в огромном количестве турниров, выиграл китайский чемпионат, поиграл на чемпионате мира в BlizzCon по системе Грандмастера в 2020 году и еще множество всего. Потом забил на игру, потому что в нее перестало интересно играть. Сейчас в игру вернулся. После катаклизма было все круто, но последние патчи вынуждают снова выйти с игры, как и большинство игроков. И я уверен, что большинство людей, которые посмотрят это видео, которые часто играют в игру, со многим из моих тезисов согласятся. И если вам будет что добавить и прокомментировать или дополнить, то обязательно напишите об этом в комментарии. Развернутый фидбэк, будет интересно почитать, я обязательно все посмотрю через пару дней. Начнем с того, что ХЭС — это монополистическая игра, топ-1 в своей жанре, да, но вопрос вообще и видео не про это. Видео про баланс в самой игре. Сегодня большинство партий в игре заканчивается еще до того, как вы увидите факт взрыва вашего портрета, до того, как вы успеваете принять действительно важное решение по игре. Вы можете сказать, что у вас может игра длиться 10 ходов, например, да, что для текущей меты это очень много, но по факту вы проигрываете на 4-й ход. Такие реальные игры. Формально у вас портрет взорвется на 10-й ход, но из-за того, что в игре огромное количество рандома, который не контролируется, вы по факту проигрываете на 4-й ход, да. Того же Ханта привести в пример. Берет лопату, ставит кабинет, делает растяжку, призывает 12 маны на 4-й ход, и формально у вас портрет взорвется на 7-й ход, но вы проиграли уже на 4-й. Я думаю, мысль поняли. Сразу начнем с того, что вообще такое хороший баланс. Я выделил для себя и для вас 3 пункта, самых главных, как думаю. Баланс — это когда? Первое, сильная колода имеет слабые стороны. В пример сразу пришел это яйцевар. Яйцевар у нас имеет слабую сторону в виде яйца, которое можно превратить, захексить, там, засайленсить и так далее, да, но при этом колода стабильная, очень сильная и практически без рандома. Это очень важно, это одна из самых крутых дек вообще, которые есть сейчас в игре. Я думаю, что многие с этим согласятся. По, опять же, перечисленным 3 пунктам. У тех дек, которые сейчас в мете типа ДХ и Роги, у них нету слабых сторон, кроме незахода. А незаход — это, не слабая сторона, это просто особенность карты игры. Второй пункт — это проигрыш ощущается заслуженным. Сейчас в мете, в принципе, игра не доходит до такого уровня, все крутится вокруг того, кто найдет на муллигане нужные несколько карт или просто сыграет тех же джейдов, выигрывает и проигрывает тот, кому меньше повезло. Именно не в заходе, а в рандоме этих карт. У нас в игре есть, опять же, да, та лопата. У Ханта оба игрока надевают лопату, оба игрока делают растяжку. Один призывает 3-12 медведя, 3-12 на 4-ю ману, а другой призывает 4-4. И, соответственно, вы ничего не можете сделать, вы проиграли. На рогах вы играете миррор, это просто апогей тупости, апогей рандома, апогей неконтролируемости. Оба игрока играют восьмерки, одному приходит выхлепых за 5-5 8-й дроп, а другому приходит 4-12 таун дракон, который еще предсмертным хлипом призывает что-то. И вы ничего не можете с этим сделать. Или этот баночник 7-7, который превращает ваши карты в бутылки, которые вы даже разыграть не можете, потому что вы не можете превращать в банки ваших макак. Макака — это вообще отдельная история. И третий пункт, самый главный. Игрок чувствует влияние от своих решений. Игрок чувствует влияние от своих решений, будь они плохие или хорошие. Соответственно, как и предыдущий пункт, доля рандома настолько велика, что от игрока практически ничего не зависит. Здесь можно долго рассуждать. Оставим как есть пункт просто по факту, да.
Дальше. Первая, одна из самых главных проблем текущей игры — это невероятный Power Spike карт. Я отметил этот пункт не просто так, потому что с каждым дополнением сила карт, она экспоненциально растет. Возьмем, да, ту же мету катаклизмов. В катаклизме было все вроде бы окей, да, там какие-то случайные карты были, синестры, синергия с синестрами, это дело случая. Но потом они добавили Ванессу, которая кошмарила целый месяц весь ладдер, и одна Ванесса выигрывала любую колоду, просто придя в руку. То есть, ну, понимаете, что такое Power Spike, да? Power Spike — это инфляция, грубо говоря. Пример. Раньше существо за 4 маны было 4-5. Многие играли в эти древние времена, не просто так вспомнил именно эту карту, потому что моя аудитория знает Йети, да. За 4 маны карта 4-5 не имела эффекта, это считалось сильной картой. Сейчас у нас в игре есть, например, возьмем шамана. У нас есть карта за 5 маны, статы 5-5, боевым ключом замораживает любой таргет и еще берет 2 карты. И при этом в синергии Зи она стоит 3 маны. И по итогу мы за 3 маны получаем общая ценность карты в 9 маны, то есть в 3 раза больше, чем она по факту стоит. И ценность ваших решений, ваших ошибок, она близится к нулю, потому что если раньше вы сделали какой-то неправильный плей, где-то неправильно затрейдились, причем это долгий промежуток времени в игре был, да, там до 2018-2019 года, где-то неправильно что-то там не добрали, не похилились, не получили дополнительный армор, не добрали карту, это очень сильно на игровой процесс влияло. Сейчас у вас настолько сильные карты, что вы где-то делаете ошибку, а порой даже заход не одну, и вам, в принципе, насрать, потому что у вас есть ОП-карта, которая вам это все восполнит. То есть это неадекватно. Соответственно, вывод из этой всей истории: цена ваших решений близится к нулю, как ошибок. Ну, это логично. Вторая проблема, основная, которую я выделил, это является следствием из первой и заключается в том, что цена ваших решений стремится к нулю. Ну, я уже косвенно объяснил, да, в чем это связано. Зачитаю то, что я написал в черновике с небольшим оффтопом. Прежде чем я ушел из ладдера в 2020 году, ситуация была следующая. Вам даже на самой сильной колоде, а на то время сильные колоды это были фейс-деки, да, фейс-хантер всю жизнь был сильный, но про него чуть потом. Часто это были фейс-колоды, нужно было распределять ресурсы, они были ограничены, вам как игроку нужно было думать, как их использовать и распределять. И в пример я привел сразу, опять же, старые, которые мне пришли в голову, это Фризмаг, Миракл Рога, Контроль Вар, Малигас Вар, Хендлок и так далее. На всех этих деках были ограниченные ресурсы, там было минимальное количество минимальное количество рандомно генерируемых карт, и вам нужно было считать и думать, что делать, хотя бы маломайски, да, игра все равно от этого не становилась какой-то супер трудной, но вам что-то нужно было делать, от вас что-то зависело, от ваших решений влиял ваш винрейт и ваши победы либо поражения, как и в любой нормальной игре. Сейчас мы приходим к тому, что за вас по факту играет игра, за вас все рандомно генерирует игра, и вы просто как в казино, то есть мы играем в ККИ, но по факту у нас игра превратилась в казино, в котором от вас ничего не зависит. И как бы, ну и все, на этом играем в казино. Сейчас многие колоды просто выполняют один и тот же паттерн в надежде на то, что зайдут вам несколько карт, и вдобавок повезет ли вам с огромнейшим рандомом. Не повезло, играет без каких-либо минимального менеджмента ресурсов и обдумывания стратегий. Соответственно, уже приводил пример, да, с рогами, либо это было в предыдущей перезаписи видео, не знаю, я уже 3-й раз перезаписываю, потому что предыдущие разы я очень долго анализировал, что-то там разговаривал, тут я пытаюсь очень быстро вам все рассказать, чтобы это не было каким-то часовым роликом. 9 минут, вроде справляюсь. Вы играете Миррор, кому лучше прокнули восьмерки, тот выиграл. Кому лучше прокнули демоны, тот выиграл, да, на ДХ. На арене там, допустим, той же, да, есть единичка и двойка демонов 1-1, например, за 2 маны 1-1 и 2-4. Ну и, соответственно, понятно, что между 1-1 и 2-4 космическая разница. Если на первой мане есть 3-2 демон и 2-1, и это вроде бы такая, типа, полярная разница, потому что у 2-1 демона есть предсмертный хрип на 2 атаки, то на вторую ману 1-1 и 2-4 уже супер существенно. На 3 маны есть 2-2 и 5-6. При этом ДХ призывает демонов как самый сильный архетип в игре, но его сила ослабляется тем, что у них есть боевые ключи, которые дают негативный эффект. Тот же Думгвард, например, да, за 5 маны 5-7 рывок, но при этом он сбрасывает 2 карты. Это очень сильный негативный эффект, но карта очень сильная. Но ДХ призывает карты за 1 ману, которые бесконечно скейлятся по мане, чем сильнее, чем выше мана, тем они очевидно сильнее. Так а чё, они не имеют негативных эффектов? За 4 маны 7-7, за 5 маны 5-7 вы проиграли, потому что ни один класс не может зачистить 15 маны на 5-й ход. Либо если даже какой-то степени там повезет так, что он зачистит, либо продержится, он
отдаст всю руку, и вы просто проиграли. То есть, Power Spike сумасшедший. Вот. И вывод из второго пункта у нас: влияние вашего навыка игры уменьшается, когда каждая игра независимо от матчапа очевидна. Был тейк про то, который я не проговорил, что на всех топовых колодах в последнее время вы играете по одному и тому же паттерну практически независимо от матчапа, да. На том же ханте, на питомцах вы просто могли на 7-й ход ставить 30 маны. Либо 20, да, там, призывать Тартолу плюс Омена. Ну, то есть это с этим вообще ничего не сделать. Как вы можете на 7-й ход выиграть Тартолу плюс Омена? Либо 2 Тартолы. Это просто технически невозможно вообще никак. И вы проиграли. На роге просто кидаете двойки, потом рандомите 8-ки. И так далее. Таких примеров куча. С лопатой и растяжкой то же самое. То есть просто один паттерн, от вас вообще ничего не зависит, вы просто смотрите на игровой автомат. Третий пункт. Третья проблема игры — это рандом. Но здесь сразу нужно сказать о том, что проблема не в самом факте рандома, потому что рандом — это та вещь, которая привлекает много игроков, и благодаря которой люди играют, в принципе, в игры, и в том числе в ХС. И я, в том числе, играю из-за рандома, но его сейчас доля в игре настолько велика, что, с этим, очевидно, что-то нужно делать. Как я уже сказал, есть шаман, у которого вроде 30 карт в колоде, вы кладете 30 карт в колоду, но по факту вы выигрываете просто случайно сгенерированными картами, потому что есть карта горы, есть единичка, да, уже занерфленная, но это мало что дает, и вы просто выигрываете случайными картами. На роге у вас есть обряды, есть спылы. Вы играете против фейсханта, у вас там 30% винрейта, но вы просто ролите хил. Или против вас ролит хил. И вы никогда не можете знать, когда он вам прокнет. Вам просто либо прокнет, либо нет. Я не думаю, что большинству комьюнити приятно играть в игру, которая исключительно от рандома зависит. То есть цена ваших решений стремится к нулю. И тут как бы у меня еще пример записан, да, по третьему пункту. Раньше игрок понимал, первое, что осталось в колоде, какие есть ответы. Был условно Петроглиф с определенным пулом заклинаний. И это было окей, так как вы в среднем понимали, чего боитесь больше всего, да. Петроглиф — это там ограниченный набор заклинаний у мага, вы понимаете, что он может захайролить, что-то нет, но в среднем как бы это будет какое-то заклинание, которое что-то сделает магу. Пул заклинаний вы знали. Сейчас какая-то карта генерирует карту, какая-то другая сгенерированная карта сгенерировала еще карту, вы получили 10 карт, получили 10 атак, и вы выиграли, и вы вообще не понимаете, как выиграли или проиграли. Или там на шамане, да, или на роге обряд сделали, там спелл получили, с этого спелла еще получили карту, эта карта удешевлена, усилена и так далее. Если с механикой темного дара вы хотя бы брали свою карту из колоды, ее усиляли и понимали, какой диапазон усиления может быть хайрольный или нет, то сейчас вы генерируете просто из воздуха 1000 карт, как ваш противник, и просто играете в казино. Соответственно, тут как бы главный посыл в том, что рандом должен дополнять и добавлять разнообразие в игру, а не просто заменять партию или стратегию. Это главный посыл третьего пункта. И четвертый пункт, он охватывает все три перечисленных до этого, что обычные нерфы, как раньше, не помогут и не помогают. И пример главный. Близы делали и делают, в принципе, изменения +1, -1. Для тех, кто не знаком, обычно Blizzard, если берется за нерф какой-то карты, они ее убивают, и эта карта больше никогда не играет. Либо они просто крутят и так очень сильным картам +1 стат, -1 стат, который абсолютно ни на что не влияет. Через неделю появляется такая же имба под другим соусом. И проблема здесь заключается не в том, как они меняют +1, -1, да, а именно в системе и в подходе. И в пришел очень хороший пример в голову, очень понятный. Это с фундаментом. То есть у вас есть дом, вы хотите построить дом, но вам нужен фундамент. И вы выбираете кривой фундамент и строите на нем красивый дом. Дом у вас красивый, все ровно, четко, но фундамент кривой, и дом ваш падает. Понимаете, так же и тут. То есть именно проблема в структуре и в системе, как они к этому подходят. Они сделали очень большое количество ошибок за эти много лет, они добавили очень много имбовых механик, они это все не сбалансили, и, соответственно, вот эта некомпетентность, она уже доросла до таких масштабов, что игра превратилась просто в казино, и вы можете посмотреть реакцию на все изменения на форумах, на Reddit, на любых популярных площадках, и увидеть негодование игроков, в том числе и мое, и моих зрителей, то, что в это невозможно играть, что сделайте что-то с этим, но нас не слышат. В этом проблема. И, соответственно, это первая причина, почему я это видео записываю, и очень надеюсь, что оно хотя бы как-то дойдет до близов. Не помню, я в начале видео говорил про то или нет, что я записывал видео для БГ, и в этом видео я на целый час делал разбор проблем карт в БГ, больше, чем на 100 штук, аргументированно на каждую карту, и потом спустя меньше месяца выходит в игре обновление, которое
совмещает в себе больше половины изменений, предложенных мною, в том или ином виде или даже напрямую. Говорить о том, что это было благодаря мне или мне все равно. Самое главное, что это произошло, и в игру приятнее стало играть. Очень надеюсь, что после этого видео хоть какая-то реакция будет в плане, что какие-то ближайшие патчи, они хотя бы будут адекватные и разумные, потому что то, что произошло сегодня, это просто плевок в лицо всем игрокам, и я не знаю, я просто стараюсь максимально без мата, без эмоций вот это все рассказывать, но мне очень хочется проматериться и поругаться, да. Ладно, это все лирика. Вот, про 4 пункт, значит, про фундамент вам сказал. Вот, и пути решения проблем, да. Первое, это ограничить генерацию рандома. Не убирать рандом полностью, как я уже говорил, в этом нет необходимости, а сделать его более предсказуемым. Я думаю, что здесь большинство согласны будут, чтобы не было вот этой вот каши из просто бесконечного количества ресурсов. В идеале бы, конечно, как по моему мнению, были бы карты по типу петроглифов, когда вы раскапываете карту какую-то либо из вашей колоды, либо из пула вашего класса. Но никогда у вас по несколько классов могут перемешивать друг друга и копать у друг друга все, и все это генерировать, перемножать. Это ужас. Второе. Это уменьшить количество универсальных и очень сильных карт для всех классов. Первое, что приходит в голову, это Шильдрасил, да, неадекватно сильная карта, которая играется в любой деке. Та же Ванесса. При таком количестве сильных универсальных карт, да, теряется особенность класса и его особенных механик. У нас есть приз, который базируется, например, на хиле и зачисток, есть вар, который тоже на ремувалов, на арморе, там маг на спылах и так далее. По итогу всем насрать на классы, все играют просто ОП нейтралки на тех классах, которые позволяют эти нейтралки быстрее разыграть. Третий. Делать, это самый, наверное, вообще самый основной этого видоса и посыл, это делать больше хотфиксов на основе статистики и мнений нормальных, адекватных, компетентных игроков либо стримеров, хотя многие это совмещают, да, ну, игрок-стример. Многие топ-игроки являются стримаками, в том числе я, кстати. Да, вот, последние изменения щуки. Щука — это вот карта ДХ за 3 маны, 3-4. И возвращение ее в исходный вид только за 3 недели, это даже не хотфикс. Это самое главное, потому что если анализировать изменения многих спатчей, это дальше у меня черновик, объясню своими словами. Если вы возьмете выборку за 10 лет изменений в ХС по ладеру, то вы можете прийти, даже если вы мало играете в игру, вы можете прийти просто к обычному выводу, что люди, которые ответственны за принятие вот этих решений, они абсолютно некомпетентны. Возможно, даже какое-то высшее руководство Blizzard, какой-то топ-менеджер абсолютно даже не знает, что у него происходит в игре, потому что им вот эти вот более низкого ранга сотрудники, они рисуют хорошую статистику, хорошие результаты, хорошую доходность и так далее, да, но статистика — это самый манипулятивный предмет в мире, и, соответственно, он не отражает полностью реалии того, что происходит. Как бы на бумаге все хорошо, а по факту все в говне. И опять же, повторюсь, это видео для того, чтобы люди, которые ответственны в Blizzard, об этом услышали и произвели какую-то, не знаю, очистку персонала, замену менеджмента, замену геймдизайнера, потому что эти люди не справляются со своей задачей. Они просто рисуют хорошие отчеты и просто тратят ваши деньги, потому что в первую очередь вы платите им зарплату достаточно большую, а они вас наебывают, извините за выражение. Вот, и с этим нужно что-то делать, очевидно. Поэтому в идеале, чтобы у вас в штате был какой-то сотрудник, который хотя бы играет в игру, потому что люди, которые делают эти изменения, опять же, про выборку за 10 лет, да, скажу, большинство изменений не выглядят так, что человек хотя бы в игру вообще заходит и понимает, что к ней происходит. А те изменения, которые нуждаются здесь и сейчас, да, вот как было, например, с ДХ, которого, ну вот, вы выпустили патч, у вас класс очень сильно заиграл, окей, через несколько дней сделайте хотфикс, скажите, да, мы ошиблись. Вопросов никто вообще не скажет, и комьюнити только спасибо скажет, что вы делаете работу. Также было и с Ванессой. Ванессу выпустили, целый месяц прошел, все пожрали говна, через месяц ее занерфили. Ну, ее причем занерфили так, что она просто не играет, то есть ее убили. Но конкретно с этой картой, например, лично я рад, что так поступили, потому что карта в базе неадекватная, она генерирует бесконечное количество ресурсов, и абсолютно невозможно ее запредиктить. То есть, что будет? Вы ее поставили, вам либо противник 6 карт сыграет, либо не сыграет. Ну, как бы такой механики не должно быть. Вот. И все это произошло спустя месяц. Хотя это очевидно даже новичку, что эти изменения нуждаются в первые дни, а не недели. Дальше, 4. Делать меньше пауэрспайков. Ну, здесь, наверное, я просто это добавил для того, чтобы это просто озвучить, но это уже такая макрозадача, чтобы следующие дополнения, которые выходили, они не делали такой огромной инфляции и разницы в силе карт. Да, если у нас в Катаклизме была мета определенная, и нам добавляют карту со следующего дополнения Ванессу, которая просто в соло все уничтожает. Мне кажется, такого не должно быть, это неправильно. Но это уже такое, типа, вторично. Вот, предпоследний пункт — это делать больше уязвимостей в сильных колодах. Если вы видите, что у вас сформировалась мета,
и какие-то карты, например, и какие-то колоды у вас неадекватные, если вы не в силах это сбалансить, ну такое может быть, такие колоды есть, то нужно им придумывать какие-то слабые места. Как я уже сказал, с варом есть проблема, что его яйцо можно законтрить, но при этом вар может от этого отыграть, но тогда он замедлится, и у него тогда такого дикого темпа и раскрытия яйца на 6-7 ход не будет. У Роги такого нету, потому что Рога одновременно играет двойки, которые и так темповые по силе. Она дровает карты, сайклит колоду, она удешевляет джейдов, по итогу она за 3 маны ставит 16 маны, 8 дропы рандомные, и при этом всем она еще одновременно заряжает макаку, которую вы якобы понерфили, но по факту вы ее бафнули. Потому что раньше этот смутьян бафался на 2 урона за каждую карту за 2 маны, когда вы разыгрываете ее. И эта карта в руке. Сейчас эта макака бафается независимо от руки. То есть этот нерв — это по факту баф. Потому что эту макаку можно раскрутить до 10-15 урона, а раньше макаку, ну, до 15-16 урона, то есть разыграть ее с 8... разыграть 8 карт за 2 маны с этой картой в руке — это достаточно трудно. Хотя на первый взгляд может показаться, что это просто. И я уже на самом деле чуть-чуть потерял мысль, о чем я начал говорить. Короче, вам в штат нужны сотрудники, которые будут компетентны в игре. Очень на это надеюсь, что это когда-нибудь произойдет уже за 10 лет наконец-то. Вот, и самый последний пункт. Набраться смелости и менять механики некоторых карт, а не просто изменять им +1, -1, да. Это как раз-таки, например, то, что вот касается макаки. Но такой карты не должно быть. Это неадекватная карта, то, что она может просто УТКшить с пустого стола. В целом механика УТК колод — это круто, но когда у вас механика УТК колод базирована, как, например, у Фризмага, да, у него там целую игру он что-то там морозит, ему нужно что-то разыграть, ему нужно засетапить, подготовиться, ему нужно произвести ряд действий, в том числе действий благодаря уму, и засетапить это УТК. На Miracle Роге также заменеджить правильное количество ресурсов, надровать карты. Что сделать? Сейчас Рога, которая УТКшит, она просто в тупую играет вторые дропы, в тупую играет джейдов, просто на 6-й ход ставит 25 маны, противник с этим ничего сделать не может, его еще добивают макакой, да, то есть это абсолютный брейндед, это просто ужас. У вас турнир прошел, у вас все играют на Рогах, у вас все играют на ДХ, и там это как бы киберспортивный турнир мирового уровня, практически самый топ, да, не считая чемпионата мира МТ, и у вас люди просто сидят, плюются, и они просто проигрывают монетку, причем в каждой абсолютно катке. Ладно, это уже лирика, это уже лишнее. Вот, и, соответственно, в заключении хочется сказать, что проблема не в том, что игра стала плохой, а в том, что накопилось слишком много ошибок от разработчиков, вкупе они изменили структуру игры из ККИ в казино. Именно по этой причине большинство игроков чувствует и понимает, что выиграли или проиграли не из-за себя, а потому что так заролилось, такой рандом и так далее. Я думаю, что здесь ни у кого вопросов с этим не будет. Мы играем, грубо говоря, в автомат казино, где нам повезет или нет. За редким исключением. Да, есть там 1 из 10 каток, когда вы можете повлиять на игру, вы реально ее можете выиграть, или вы можете ее реально залить каким-то неправильным решением. Но в основном от вас абсолютно сейчас ничего не зависит. Опять же, повторюсь, вы можете сказать про любую мету в Харстоне так. Да, в карточной игре вы будете когда-то проигрывать и когда-то выигрывать, потому что у вас так сложились карты. Но не в таком количестве, как сейчас. Если раньше это была 1 игра из 5, сейчас это 1 игра из 1. То есть каждая игра абсолютно. Вот. Ну и, соответственно, самый главный тейк, чтобы Blizzard, до которых, надеюсь, это видео дойдет, они поменяли штат, либо добавили штат сотрудника, который смог бы быть компетентным и отвечать за баланс игры, или хотя бы прислушиваться к мнению, потому что много хороших вещей пишут в Твиттере, много людей, которые не стримят, но очень хороши в математике, очень много хороших решений предлагают, как там что поменять, что сделать. Ну, заплатите им $500, возьмите их в штат, они вам сделают из игры просто конфетку в первую очередь. Во вторую очередь, благодаря этому всему поменяется общее настроение игроков, стримеров, в эту игру будут больше играть, в эту игру будут больше донатить, а это прямой ваш доход. И как бы я абсолютно не вижу никакой проблемы улучшить игру, чтобы зарабатывать больше, потому что сама компания Blizzard — это корпорация, а корпорации зарабатывают деньги на своих продуктах. Чем лучше продукт, тем больше они зарабатывают. Здесь они убивают свой продукт. Вот, вы убиваете. Поэтому вот такое небольшое эмоциональное заканчивание этого ролика. В общем, я опять этот ролик затянул на 25 минут. Я планировал его сократить до 15. Я 3-й раз перезаписываю по 25 минут. Больше перезаписывать не буду. Надеюсь, самые главные тейки вы услышали. Идеи услышали. Опять же, попрошу вас распространить это видео, чтобы как можно больше людей услышало. Я постарался максимально конструктивно, без эмоций, без мата и без всего донести основные тейки. Если хотите мат и, не мат, это только на стримах. В общем, надеюсь, Blizzard вы услышите. Если вы услышите, огромное вам спасибо за то, что вы это услышите. И надеюсь, прислушаетесь. Это самая главная суть этого видео. Вот. Всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи.